Ребят, всем большой привет! И сегодня видео про силикон, эпоксидку и немножко магии. Я сразу покажу свой силикон, потому что работа фактически зависит от него. У меня это не реклама, я покупала за свои деньги, уже рассказывала в одном из видео. Это силикон от фирмы Кремен. Десяточка, твердость у него 10. Это силикон на платиновой основе, который смешивается 1 к 1. Это самое простое, самое гениальное соотношение, которое только себе можно представить. Эпоксидная смола у меня от Lara Chemie, Lara Top называется. Именно вот этот эпоксидка, правильно сказала эпоксидка? Эпоксидка у меня от Lara Chemie, и конкретно это называется Lara Top. Я ее покупала на Озон, там она была просто как бы в небольшом объеме, и я себе для пробы заказала как бы небольшой объем, чтобы посмотреть, что это вообще такое. И, наконец, переходим к магии. Это вот такая вот пленочка, которая нам сегодня понадобится. Как ее правильно показать, чтобы она... Сейчас. Короче, видите, она переливается. Это пленка на окно. Я ее покупала на Алиэкспресс, потому что у нас в России ее нигде не было на этот момент. Единственную ссылку я откопала на Wildberries, но это было уже давно, то есть позиция уже загорела, ее заказать нельзя никак. Возможно, где-то это есть еще в каких-то маленьких интернет-магазинах, либо фактически в каких-то магазинах небольших, не сетевых, но, по крайней мере, у нас я ничего не нашла и заказала на Алиэкспресс. Именно эта пленка самого маленького размера, 1,30 м, наверное, стоила рублей 200-300, точно не помню, оставлю ссылку полностью и ценник в описании. Это, как я уже поняла, ПВХ пленка, и с ней есть свои особенности. Вообще, с чего я хотела начать разговор? Это мой второй опыт с силиконом. В одном из прошлых видео я уже делала формы для колец, и, кстати, они очень клевые, посмотрите обязательно, если еще не видели это видео. А сегодня я попробую такое волшебство, которое я еще на русском ютубе вообще нигде не встречала. У нас еще об этом не говорят, либо говорят, но никто ничего не знает, как это сделать. Впервые я наткнулась на такой способ в Инстаграм. Я увидела фотки силиконовых молдов, которые переливаются, то есть это силиконовые молды, которые передают на эпоксидку, вот эти вот переливы голографические, или как это сказать, даже не знаю. Ну, в нашем, наверное, в простонародье это все обзывают голографией, допустим. То есть используется только силиконовый молд, и никакие больше пленки туда не используются, то есть вся магия именно в самом силиконовом молде. Я очень долго искала, как это все делается, и все это хранится в огромной тайне, и только в одном видео в Инстаграм я увидела, как это на самом деле делается. Существует такая вещь, как дифракционная решетка. Сейчас я вам прочитаю, что это такое. Это оптический прибор, действие которого основано на использовании явления дифракции света. Представляет собой совокупность большого числа регулярно расположенных штрихов, нанесенных на некоторую поверхность. И чаще всего это какой-то плотный лист пластика или как бы пластиковый лист. Ну, не знаю, какой пластик конкретно там используется. Что-то довольно плотное, но прозрачное, тем не менее. Я нашла, где это продается. У нас, естественно, нигде нельзя ничего подобного купить, либо за большие деньги, либо в больших количествах только, то есть какой-то там небольшой участочек ты нигде не купишь. Я наткнулась на такой товар на eBay и, по-моему, еще на Алиэкспресс, но на Алиэкспресс только какие-то маленькие варианты, они вряд ли подойдут. А на eBay есть такой товар, как дифракционная решетка, рулон линейный, лазер-лист, спектрометр, как-то так это звучит на русском переводе. Но это ценник, но этот товар имеет такой приличный ценник, 1600 рублей, и еще доставка 200 рублей, то есть это самое дешевое просто, на что я наткнулась, поэтому для пробы я что-то не захотела использовать такой вариант, еще и ждать доставку с какого-то непривычного места, а не с Алиэкспресс, как-то ну, такое, непонятно, откуда это придет. Израиль написано. Ну, как-нибудь в другой раз, я так подумала. Если уж сильно захотеть, то когда-нибудь в другой раз. Но помимо этого есть еще один вариант, который
В принципе, можно, конечно, в России найти, но самый простой вариант заказать на Алиэкспресс. Это такая пленка на окна, которую просто прыскают воду на окно и прислоняют ее, она как бы примагничивается, грубо говоря, просто прилипает, но не приклеивается, а как бы просто прилипает. Ну, понимаете, о чем я. И когда солнечный свет попадает на окно, то на полу или на стенах, куда попадает свет, остаются такие радужные переливы, потрясающие просто. Я очень хочу себе, конечно, я очень хочу себе такой вариант сделать, но в данной квартире это не имеет смысла, потому что у нас солнце только в 5 утра. В это время все спят. Еще раз покажу, это вот такая пленка. Я ее покажу еще поближе потом. Она имеет такие ячеечки, да, она не плоская, как если вы видели в инстаграмных всяких видео. Да, она не плоская, но тем не менее это неплохой аналог. Она имеет ячеечки. Есть, кстати, разные варианты. Есть вот такие просто ячеечки, есть какие-то там, ну, грубо говоря, узоры цветочные. Но я решила заказать просто классический такой вариант, универсальный, который, ну, подойдет подо все, можно сказать. И я решила сначала, как бы, еще не записывая вступительное видео, я уже попробовала сделать молд с такой пленкой. Я здесь потом вставлю эти кадры. У меня ничего не получилось. И я так расстроилась просто дико. Расскажу, в чем проблема. Я просто, значит, разложила лист, я правильной стороной его положила. Естественно, я знаю, какой стороной нужно класть, чтобы с этой стороны отпечатался именно сам вот этот вот, сама эта решетка, скажем так, весь этот узор правильно. Все, я налила силикончик, все правильно сделала, но силикон просто-напросто не застыл. У меня уже была такая проблема с кольцами, там у меня силикон коснулся двустороннего скотча, такого липкого, жестко, не который пенкой, а который вот такой вот двусторонний скотч, у меня силикон коснулся его, хотя я замонтировала этот скотч тальком, то есть он не лип, но тем не менее силикон просто вместе этого контакта не застыл, он остался липким. Просто я была удивлена, что с этой пленкой ПВХ оконный, он тоже не подружился. И представляете, я пробовала это делать 2, наверное, или 3 раза, я уже даже не помню. Я просто отложила это все в дальний ящик, всю эту идею, так расстроилась, потому что это, бешеная, интересная идея. Я расстроилась, и, знаете, я даже последний раз, когда делаю, думаю, сделаю потолще, может быть, как бы просто чего-то там не хватает силикона этого, но я сделала потолще слой, хотя в первый раз я просто практически тоненькую сделала для пробы, пленочку, можно сказать. Во второй раз сделала потолще, и просто верхушка вся заполимеризовалась, завулканизировалась, правильно говорить про силикон, да? А именно само пятно контакта с пленкой просто осталось жидким, липким. Короче, ужасное расстройство было для меня. И я не знаю, недели 2, наверное, или 3, такая как бы просто уже думаю, ну ладно, ну не вышло, так не вышло, что ж уж поделать. И потом каким-то непонятным образом, то ли я пересмотрела какие-то видео, что-то про эпоксидку, то ли что, я вот понятия не имею, и мне просто ошеломила идея, что я же могу просто с этой пленки снять эпоксидную заготовку, то есть налить эпоксидочку, потом она заполимеризуется, а потом уже с этой заготовки эпоксидной, которая будет блестеть, просто снять силиконовую уже форму. Я думаю, блин, почему я не задумывалась об этом раньше? Потому что, может быть, я ошибаюсь, может быть, я уже видела это где-то, и, может быть, действительно так делали, почему я это не сделала раньше? Также меня мучил вопрос, может быть, что-то с моим силиконом не так, может быть, нужно попробовать какой-то другой силикон, но я так понимаю, что, вероятно, действительно, силикон на платиновой основе, он не дружит, например, с какими-то серосодержащими материалами, ну, видимо, наверное, что-то в ПВХ содержится такое, что просто не позволяет силикону застыть в этом месте. И теперь, наконец, мы приступим к практике. Я сниму весь этот процесс. Получится у меня или не получится, мы узнаем в конце. Скорее всего, все должно получиться, потому что, ну, алло. Я так думаю, что все будет в порядке. И желаю вам приятного просмотра. Прожмите, пожалуйста, лайк за мои старания. Я так переживала, я так расстроилась. Это просто нечто. Если все действительно удастся, это просто будет праздник на моей улице. Так что начнем.
И, наконец, показываю вам результат, что, конечно, результат это, конечно, просто фактически тот эксперимент, который у меня получился. Первое, что я делала, это я снимала с ПВХ-пленки эпоксидный слепок, так сказать, то есть я эпоксидку прям наливала туда. Важный момент, очень важный, если вы работаете с УФ-смолой, то здесь почему-то такая штука не прокатила, то есть я попробовала сначала на маленьком кусочке намазать УФ-смолу, ее запечь на ПВХ-пленке, и она просто прилипла к ней, и ничего не получилось. А при этом при этом обычная эпоксидная смола, она застыла, и все в порядке. Она отделилась отлично, то есть вообще без проблем. Вот такая штучка у меня вышла. Сейчас посмотрю, какой стороны показывать. Да, вот эта ребристая сторона.
Какая она радужная, красивая. Конечно, да, именно вот эта пленка для окон, она не супер идеальная, не супер идеальную имеет поверхность, то есть есть какие-то небольшие дефекты, неровность вот этого лазерного покрытия, так сказать. Но это пока что первый мой эксперимент. Вообще, в принципе, с этой штукой есть еще другие идеи, которые я надеюсь, что я прикуплю, и это выйдет на канале обязательно. Я хочу сделать действительно качественные силиконовые формы, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Но, тем не менее, это тоже круто, это тоже работает, и действительно, в принципе, можно и не делать силиконовую форму конкретно, если вы работаете с эпоксидной смолой, а прям заливать на сам этот лист, ну или прикладывать его, или вырезать какую-то часть его, и, например, у вас там форма какой-то тарелочки, да, или этого подставка под горячее, короче, и вы просто залили, да, например, форму и сверху приложили этот лист. Но это имеет свои особенности, как бы тоже не факт, что будет это работать очень долго, потому что ПВХ-пленка это не силикон, и я думаю, что она может со временем впитывать или как-то реагировать с компонентами эпоксидной смолы, а мы знаем, что во втором компоненте смолы, который отвердитель, он достаточно такой ядреный и как-то может повлиять. В общем, вот, первое, это у меня смола. С нее я сняла силиконовую форму, маленький такой образец. Он тоже глянцевый, все отлично с ним. Сейчас попробую показать. Но именно вот на таком просто формате он такой же молочный, как бы и не так сильно видно уже. Не знаю, будет ли сейчас видно, но тем не менее там есть радужные переливы. И для него я сделала просто такую, как это называется, опалубку, или как, скорее, держатель вот этой вот силиконовой формы. Просто что я сделала? Я положила на стекло, по-моему, я сняла этот момент, я положила вот так вот на стекло, сверху просто наляпала гипс, и все. Гипс я, по-моему, как-то обрамляла. Ну, это, в общем, не важно. Если гипс уже такой густенький, то можно просто сверху наляпать, и все. А зачем я это сделала? Потому что вот эта вот форма силиконовая, когда ее сверху заливаешь, когда я ее заливала поверх вот этой эпоксидного вот этого слепка, здесь есть неровности, такая вот возвышенность, потому что, как бы, ну, силикон оттекает, ровно так же, как и эпоксидка бы сделала бы. То есть по краям, по ободочку, по самому есть такая вот горочка. И если просто положить на стол вот так вот обратной стороной, то будет неровная, в общем, деталька. А если сделать по ней слепочек, так сказать, вот этот вот гипсовый, то тогда там выравнивается, короче, ровно получается поверхность, и все отлично будет. Вот с нее я пробовала снимать один такой кусочек, но я его, по-моему, где-то посеяла. Но неважно, это был, по-моему, кусочек эпоксидной смолы. Но прямо сегодня, вот я сейчас где-то час назад сделала еще один пробничек с УФ смолой. То есть я на этот силиконовый коврик капнула жирненько так каплю посередине прям. И просто вот у меня скотч, который я сам на себя вот так вот налепила. Он, конечно, неровный, но просто нужна была суть такая, чтобы что-то придавить ровным пластом, чтобы смола не прикипела к этой поверхности. Я просто вот так вот положила, и такая плюшечка растеклась. У меня ее немножко пальцем даже так придавила, и получилась такая ровная капля, скажем так. И получился вот такой вот материал у меня, который гнется. Ну, потому что, не знаю, УФ смола, по-моему, она как-то более гибкая, чем эпоксидная. Хотя эпоксидная тоже, я думаю, что взялась бы такой более гибкой штучкой. Действительно, да, все передается, вот эта вся радуга, она передается. У меня даже есть идея как-то это использовать в маникюрии, но дело в том, что именно вот этот вот радужный эффект от пленки для окон, он не такой, он не настолько яркий, чтобы это сильно бросалось в глаза с ногтей, то есть вряд ли это как-то имеет смысл вообще в принципе. Но если использовать специальную лазерную вот эту пленку, прикупить ее или использовать какой-то другой материал, на котором нанесен этот лазерный рисунок, то я думаю, что это уже будет иметь смысл и будет более яркий эффект, заметный на ногтях. Вот, в общем, и все, что я хотела рассказать, наверное, показать. Это был просто эксперимент. Я эту пленку, заказывала еще летом, и тогда еще реально действительно никто об этом не знал. Сейчас я уже насколько узнала, что во всяких эпоксидных магазинах уже продают эти пленки, закупают на Алиэкспресс и продают вам чуть подороже.
Если что, может быть, я оставлю внизу ссылки на Алиэкспресс все пленки, которые я находила там. Там абсолютно разные есть узоры, там есть и какие-то капельки, и цветочки, и квадратики, короче, там есть разные узоры, вы можете посмотреть, может быть, что-то вам лучше подойдет, чем вот эти вот треугольнички, которые у меня. В любом случае, это был для меня очень интересный эксперимент, и надеюсь, что если вы еще не пробовали такой способ, то, хотели бы попробовать, то какие-то вопросы вы для себя закрыли этим видео, потому что все познается опытом, и есть свои особенности в работе с этой пленкой. Желаю вам успехов в работе, в вашем творчестве, и до скорых встреч в новых видео. Пока!